Ну что, здорово? Я, конечно, понимаю, что я портал еще до конца не выложил, но, во-первых, там уже все готово, а во-вторых, вы не поверите, мы сегодня играем в нечто новое для канала, для меня и, ну, в каком-то смысле новое для мира. Stanley Ultra Deluxe вышла буквально таки вчера. Я понимаю, что это, скорее всего, просто ремастер обычной Stanley Parable, в которую я, кстати, ни разу не играл. Но много чего про нее слышал. Тем не менее, почему бы и нет? Я слышу, что в этой игре просто бесконечное количество концовок. Она сама состоит из бесконечных возможных вариантов всего. Куча пасхалок имеет. Ну, короче, все как мы любим. Чё тут, в принципе? Чё тут? Чё? Я не думаю, что эта игра может лагать. The end is never, the end is never, the end is never. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee Тут есть русская озвучка, почему по-английски? Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor at В his принципе, я desk. то же самое сейчас делаю. What buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Ну, главное, чтобы человек был счастливым, я считаю. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to Вчера follow. выходной, а он не No понял. one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Короче, это, походу, экранизация сериала «Офис». Ну, может, я что-то неправильно понял. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Вот тут рофл в том, что нам наш наратор, или как, озвучик, озвучивает действия, которые мы типа должны сделать. Но если мы, допустим, что-то не будем делать, он начнет быковать. Я все-таки попытаюсь понять, почему озвучка английская, если я ж вроде бы знаю даже, что она тут должна быть русская. Ну, это, конечно, для нас не проблема, потому что есть субтитры. Ладно, это, походу, из игры надо перезаходить, но плевать. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Блять, не хочу. No matter how hard Stanley looked, Ой. he couldn't find a trace of his Блядь. co-workers. I dead. Не, номер 1 dead. Блять, прыгать нельзя. Мне это не нравится. Тупо классический Сурс, кстати. У меня на самом деле очень теплое отношение к Сурсу, потому что, блять, как у многих, наверное, в моем возрасте. Напоминает кое-какую игру, блядь. Все, пока выключаем, блядь, экономим электроэнергию. А? Плевать. Так. Я, честно сказать, даже не знаю, в каких таких офисных помещениях вот настолько огромное пространство. Я на самом деле много офисов посетил в своей жизни. И, ну, слава богу, не потому что я там работал. Блядь! Ненавидит понедельники. Я тоже. Но просто так случилось. И вот ни одни такие я не видел. Нет, смотрите, какие-то... Блять, может, это Икея? Вот смотрите, он говорит в левую. А если мы пойдем в правую? Где тут комната отдыха? А, во.
Yes, truly a room А вот worth это уже admiring. какой-то It КС-офис. had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all Что-то in. какая-то... Что он сказал, блядь? Что буду пить? Кофе? Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers are but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Сюда? Наебалово. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't 30 years ago. Какая-то чертежная. Я не знаю, это походу офис офисов, вот так скажем. Ключ-карта нужна, кстати. Мне почему-то кажется, что... Не прыгайте с... Блять, грузоподъемника во время его движения. Это может вызвать смерть. И тут... Сейчас, блять, штраф за повреждение $1000. Штраф за... Блять, прыгание с него $5000. Ну... Блять, я не хотел... Я не хотел прыгать, бля, ебать, я на бабки попал. Охереть. Бля, я для вас стараюсь, ребят. Конечно же, для вас стараюсь. Бля, вы что, серьезно, с самого начала? И я так понимаю, что игра из себя будет представлять то, что мы будем делать одни и те же действия несколько раз, пока не выучим, блядь, какой-то шаблон. Да, выходной сегодня. Праздник там. Вон, бля, майские праздники скоро. Может, все пораньше упиздили. Ну, давай войдем в левую, давай. Давайте вот первый раз мы пройдем так, как предусмотрено оригиналом. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ну, офис-пати, блядь. Сегодня, ну ладно, сегодня не пятница, конечно. А вот завтра, да. О. Все, вопросов нет. Ладно, я что-то до сих пор не... Чё, какая? Broom? Closet? Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here. Вечный ключ бери. Не хочу разворачиваться, блядь, я хочу что-нибудь взять. Давай в уборщика поиграем. There was nothing here. No choice to make, no path to follow. Just an empty broom closet. No reason to still be here. Всё, ладно. Так, куда? Вниз, вверх? Stanley walked upstairs to his я вот хочу вниз пойти, там что-то красное. Пересеки лестницу. О! Ну, блять, вот тут, ну как? Оно ж не просто так тут лежит. Я не знаю, я не могу это разглядеть, оно мелкое. Презуме тоже не могу. Все, уезжаем. Да-да. Кризис какой? Сейчас наоборот, IT всякие вот эти профессии, они востребованы. Что происходит, блядь? All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange... Я в петлю попал! For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange, this can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream.
Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this. Цифры меняются, его чуть не обратил внимания. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Whoa. He imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing? Бать, наконец-то задумался об этом. Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now hearing the voice speak these words was quite a shock. Подожди, блядь! After all, he knew Я заплатил за игру почти 500 рублей, чтобы просто послушать всякую... конспирацию всякую. This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Согласен. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. Хуя хочет. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Как будто Джимен нам сказал еще что-то. Нихера ты не в порядке, ты все там же. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? Кто я? Кто я? And everything went black. Только не в темноте могут прятаться темные существа. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. He was obviously crazy, this much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. Никто не контролирует на самом деле, не надо тут. And in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Да ты мразь, блядь, Мариэла. Сама контролируй всю ситуацию, блядь. Сама говоришь, у тебя жизнь от карьеры зависит. Жизнь зависит только от того, чего ты хочешь в этой жизни. А что, я так понимаю, мы открыли какую-то концовку. Кстати, достаточно такой
правдивую, то, что наш главный персонаж просто дал ёбу, и вот, да, и все он это видит в ёбе. Давайте опять пойдем, дойдем до леса, только пойдем наверх. Feeling a wave of disbelief, Да, Stanley decided да, to go да. up to his boss's office. Coming to a Давай staircase, наверх, да, Stanley да, walked мы upstairs наверх. to his boss's Конечно же, office. наверх, разумеется, наверх. Ебать, вот это у нас, конечно, красиво. Чё? Ванна для казни? У меня чувство, что, блядь? Деньги для воровства, но не твои, конечно. Блядь, просто почерк, сука, для меня трудно читаемый. Говорит человек, у которого почерк похож на пиздец, но тем не менее. Алло? Так, где наша Жанночка, секретарша? Блядь, вот это вот осуждаю. Нельзя панду убивать. Ля, сука, это аватарка типичного пацана, кстати, в 2013 или типа того году. Каждый уважаемый человек. На пианино поиграй, дай. Нихуя себе кабинет босса. О. Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Тут еще все строится, это не секретная комната, это макет секретной комнаты. Бля, жутко. Скример? Обидно. Ну, жмем. Мы же любим нажимать на кнопки, да, Стэнли? Обожаем, блядь. Загрузка, нихуя себе. Я думал, тут такое бывает только тогда, когда ты умираешь, кстати, опять работает. Нет, конечно. Ага, чувства, да. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Пизда лифту, я понял. Понятно. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Конечно, шискапи. Стоять, или тут, блядь, а ну-ка, ну-ка. Ага, я так и знал, блядь. Ну ладно, это тоже нам подходит. Конечно, смерть. Конечно, туда, куда мы идем, это смерть. Потому что никто не может выбраться из Саратова. Кто мне там пишет? Мы кидаем. Не, уже все, уже слишком поздно. Мы уже избрали путь. Ну, конечно. Да. Да, вот так именно выглядит выход. Блять, не хочу опять в Aperture Science возвращаться. Где картошка? Ой. Что происходит? Мы... Бля, мы в какой-то бочке. А, вот, там смерть. Стэнли, блядь, выпрыгивай. Ты прыгать не умеешь. Ты, блядь, настолько уже в своем офисе жопу отсидел, то что прыгать не можешь. Давай! Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So блять, ладно. and willingly accepted Поспорил this бы. violent end Да to нет! his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Куда? Вылазь! Прыгать нельзя, ваше последнее достижение. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws.
In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. The fuck? Красиво, однако. Красиво. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Подождите. Лево, направо, направо. Ну, в принципе, тут это, наверное, не важно. А чё, красиво. Красиво. Это true концовка, типа, или? Картина природы. Природа. Ну, понятно. Компьютер Стэнли. План офиса. Ну, это чисто вот классический пример вот этого вот загрузочного шлюза. Две двери. Ага. Ну да. Ну да. Тот самый выбор. Подождите, а где офис нашего работяги? Вот типа вот это, да? Да, это он. Ну да, вот макеты. Что тут ты хочешь сказать? Шкафчики с бумагами. Картотеки это называется. Офисные компьютеры. Ну да, тут что-то зависло. Тут пасьянс, не будем включать. База данных, все. Пасьянс это святое. Особенно для офиса. Офис. Белый, синий, оранжевый. Опять портал. Звук кнопок. Ага. Прикольно. Авторы. О, да, много вас, ребята. Вас, конечно, много. Всех запечатлим, так, глазами. Куда дальше? Блин, все это очень странно. Кабинет начальника. Скриншоты разных версий. Блять, это, я так понимаю, когда только офис был куплен. Это... так не, это, смотрите. Это просто, типа, добавляли все подряд. Ну и вот получилось. Офисные часы. Они, по идее, реальное время должны показывать, но... Что-то не знаю, не похоже. Может, я его неправильно выставил. Че, куда мы идем? Комната отдыха. Подземная часть. Ну, мы тут только что были. Воу. Stanley pushed the orange lever. Stanley pushed the number 6. Where were all of his co-workers? Oh, I don't know. How about... На самом деле, я так понимаю, игра... Самая весомая часть этой игры, это, собственно, диалоги нашего диктора. Концовка свободы. Первая реализация концовки свободы из альфа. Блин, а мы в какой концовке, я не понимаю. Чё? Ага. Блять. Из бета. А можно мне на свободу, не? Да что происходит? Обратный отсчет. В комнате с мониторами. Я понял, что за лифт. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Спорим на 1000 рублей, то что я сейчас нажму, игра выключится. Can you see? Can you see how much they need one another? Нет. Серьезно? Perhaps not.
Sometimes these things cannot be seen. А чё But listen что to me. происходит? You can still save these two. You Не, can я stop опять тут, the ну program куда, if ну? they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. Это As long факт. as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now, and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't Я не let буду time ничего choose нажимать, for you. нет. Don't let Блять. Ну, что сказать? Это тоже выход, полагаю. Блять, опять мы тут. Ой. What could it mean? Я на самом деле вот Stanley decided to go to the meeting room. понимаю, Perhaps he had simply что missed такое a работать в memo. офисе. Я все-таки как-то работал. И, ну знаете, When Stanley came to a set of two open да doors, пошел ты. he entered the. This was Знаете, not the если correct там way to the meeting room, and Stanley все реально knew it perfectly монотонно, то это well. можно, Perhaps he wanted to блядь, stop поехать by the головой. А employee так, lounge first, мне повезло just to быть admire it. в веселом коллективе, и Wow. работа сама была Yes, интересная. Так this что да. room. But eager Так to что я get не back to ебанулся. business, Stanley took the first open door on his left. Я, по сути, сейчас работаю дистанционно, больше ебусь. Но Stanley was so это скорее bad из-за at того, что following мне приходится directions, it's совмещать incredible дневной he wasn't 5 years ago. жизненный режим и ночной. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. Не I враг. realize that investing in your Доктор trust Сэмюэл in someone Хайден else говорил can мне be то, что он не difficult, враг. but the fact is that the story has been about... What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to Не-не-не, you? парень, мне Why, просто на тебя I don't know how to похуй. convince you of this, but I really do want to help you, to show you Показать, да? something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Да без, давай, показывай. Now listen carefully, this is Матрица. important. Красный. Stanley walked through the red door. Можно в синюю попробую? Perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Нет. I still don't think we're communicating properly. Stanley? All right, fine, go ahead, Stanley. You want to know so badly Да. what's out there? You want to find Я out люблю what синий lies at the end of цвет, this да, road красный you've это, как chosen? правило, Well, что-то don't плохое. let me stop you. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Пойдем на красную, You don't think I put a пойдем. lot of time into that, because I did. And in the end, it was all for nothing, because this is what you wanted to see. Да, ну, Help блядь, me here, Stanley. красиво, Help тут можно много elucidate чего these сделать. strange and Сейчас идем в unknowable Гаррис Мод, вот desires это of все вот yours. What would отстроим. have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with Да. me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design, and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we Ой, were у вас before. Go ahead, Stanley. Чё? Take it for a spin. Офис Space. У вас тут что-то отлетело. Стена. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would Где you say стоп? that the game benefited Стоп. from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Даже почти та же комната. Конечно, пятак. Aha! You see, I knew I was onto something. Where do these flashes of inspiration come from? How did Интересно I было know бы, the game needed a три, не third три. door? Well, it's instinct mostly, a calling in your gut. Открывай. I really couldn't say where the idea came from, except that I felt it in my soul. You can't teach that, Stanley. Don't even try. Я понял. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Показывай, где? Stanley Parable Worldwide Leaderboard. Оу. Воу. Это я? Это не я. Я по-другому в стиме выгляжу. Мы можем опять сюда пойти или...
Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Давай, загружай. Сейчас... In this game, the baby crawls Ой, нет, подожди, я знаю, что это! Back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of... Не-н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 е, я не буду этого делать, я не буду. Это нужно в течение 12 часов просто нажимать на эту дебильную кнопку и потом на другую. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Once you've been playing it for about 4 hours, so why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Нет. Да, давай, ползи, мне плевать. You heartless bastard. Да, я Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Я делаю это, потому что не хочу тратить на это 12 часов своей жизни. Completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Давай попробуем. Чё? Перезагрузишь, да? Да? Чё так долго? Чё завис? Aha! Fascinating. What do you think this game is about, Stanley? What's our backstory? What is our... Подожди, я не хотел Firewatch еще записывать. Well, it seems obvious to me that you are meant to play as a creepy man spying on innocent civilians below you from up high in your creep tower. Perhaps for some sort of... Подожди стоять, я еще не планировал это записывать. Yes, that must be it. Хотел, но... Fascinating venture into the Ребята, это кто не experience понял, of total mental это depravity. So far, Firewatch. I love everything about Тоже this game, кайфовая Stan. игра, где, по And сути, it seems не that больше на сюжете выводится, а не let's на venture экшене. outward and see what else is out there. Давай. Только... Прекрасная игра, саундтрек прекрасный. Интересно, он будет тут играть, тот самый, который надо. Алды заценят. Ну, она, конечно, выглядит очень похоже, но... No, it can't be. Ну, это что-то другое, да. It is. It's an open world game. Good God, quickly Давай. block it off. Нет! Thank goodness, Stanley. What Ты a урод! close call. You really wandered off into that... Какой кошмар, там прекрасное thing, озеро, that прекрасные big, open, just леса. wandering around, no right or wrong directions, no path to follow. You can just go in any... Oh, thank heavens we avoided it. We're out of the woods now, Stanley. Да наоборот, мы застряли. Going to get us out of here. Да Let's нет, find это another прекрасная игра, оставляй. Preferably something with walls. Something with nice, big, insurmountable walls. Okay. I think Papers, Please this меня will be засунешь или just чё? the thing. Wonderful. See, this is exactly what I had in mind. Just a nice big box for you to run around in. There isn't any possibility that you could get lost here. Now this is game design. Rocket League, If по-моему, you да? manage to get lost in this game, I will be phenomenally impressed. Да, это... Бля... Okay, so what exactly do we do here? Ну, тут нужно на тачке кататься, в There are lots футбол of играть. cars here in the back, but obviously there's no racetrack. Okay, I'm seeing that there's a ball of some kind back here. Is this game sports ball? Stanley, I think it's sports ball. Oh, what fun. Sports ball. We shall run the bases and do a touchdown together? Yes, I think surely we must. Okay, Stanley, here's the ball. Have fun. Где? Я чё, его должен своей головой-то толкать? А я за каких играю? Чур я за синих. О, ой, о! Are you doing it? Are you winning? Is this Пошел fun? процесс, кстати, Is it пошел better than колбас. my miserable Смотрите. little story that I worked Спринт. so hard on?
Stanley, I have a thought, and I realize I'm not a sports all. Hold on, what are you doing? Подожди, я не хотел сюда падать. Ну ладно, давай. Бета 15.5. Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. How will you write a story without me? You can't do it. You know. Блин, а я думал, он там еще всякие игры покажет. Может быть, да, но... Что происходит? Я не понимаю, что происходит, но мне это только и нравится. Я должен куда-то пойти. Бля. Ладно, допустим. Ой, мне вообще некомфортно тут находиться. Ой, вообще неприятные какие-то лиминальные пространства. Слушай, а тут и должна быть отсылка на Backrooms. Ну, по-любому. Ну, потому что игра перевыпустилась со всеми новыми. Firewatch вышел после оригинального Stanley, следовательно, ну, вот вы видите. Это как и Лига вроде бы. Я отсюда вышел. Давайте только без скримеров, я не хочу орать. Кам. Свет. Надо идти на свет. Я думал, лампочка лопнет и напугают нас. Подожди, а вот это я уже где-то 1000 раз видел. Это из Half-Life приколы. Ну, в Гаррисмоде такие были. Что надо нажать? Я не понимаю, куда идти. Да, это тоже камера из Half-Life. Это все у Кляйнера в кабинете стоит. Ну, есть второй, конечно же. I wonder what he found. Что я нашел? If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Да, серьезно? Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. Ты что нас пугаешь? Wait. И все, вы нас оставляете с черным экраном? А, нет, я думал, тут надо будет типа выбор, либо выйти, либо подождать, либо... игра перезапустилась. Ладно, друзья. Я думаю, для первой серии нехило так посмотрели разного всего. В принципе, мне понравилось. Я так понимаю, что тут еще полно этого всего. Хотелось бы каждую концовку посмотреть, но я не хочу проходить эту с младенцем 12-часовую пытку. У меня нет столько времени и сил. Поэтому давайте на сегодня приостановимся. Насчет портала, ребят, опять же, все готово. Мне просто нужно это все дело дошлифовать по звуку и вот так вот, оп, и выпустить. Я где-то между вот сериями закину как раз таки Stanley, поэтому, да, пока хайпим. Поэтому спасибо вам за просмотр. Комментируйте, лайкайте, распространяйте, колокольчик туда-сюда, здесь, там, бабушки, дедушки, короче, всем показывайте. Все, до новых встреч.